Огромный пес выследил осиротевших волчат. Волчата были испуганы и не знали, что делать, ведь их маму убил охотник. Они бежали сквозь густые заросли, пытаясь спрятаться от опасности, но пес не отставал. Его огромные лапы твердо ступали по земле, а его пронзительный лай разносился по всему лесу. Лай пса услышал местный лесник, который находился неподалеку. Решив проверить, что же произошло, он направился в том направлении, откуда доносился звук. Пробираясь сквозь густой подлесок, лесник обнаружил собаку, лающую на волчат. Он был ошеломлен такой встречей, но сразу же понял, что пес не наносит вреда маленьким волчатам. Напротив, казалось, что он пытается помочь им. Лесник отогнал пса, чтобы он не пугал волчат, и подошел к ним поближе. Волчата были испуганы, их глаза отражали страх и горечь потери. Лесник понял, что их маму убил охотник и сожалел об этом. Он решил, что не может оставить волчат без помощи. Подумав немного, лесник вспомнил о специализированном центре спасения диких животных, где помогают осиротевшим животным и готовят их к возвращению в дикую природу. Лесник забрал волчат и нежно уложил их в корзину на своей телеге. Они были такие маленькие и беззащитные, что его сердце жалось от сострадания. Он направился к центру спасения, надеясь, что там смогут помочь этим осиротевшим волчатам. По прибытии в центр, лесник вручил волчат ответственному работнику. Они были осторожны, чтобы не причинить им дополнительного стресса. Работники центра были профессионалами в своей области и знали, как обращаться с маленькими дикими животными. Они приняли волчат с радостью и обещали, что сделают все возможное, чтобы накормить, ухаживать и воспитывать их. Волчата оказались в заботливых руках. Они были выпиты, накормлены и обеспечены медицинским уходом. Работники центра уделяли им много внимания, играли с ними, учили их выживанию в дикой природе. Волчата быстро адаптировались к своему новому окружению и начали проявлять навыки, необходимые для выживания. Спустя несколько месяцев волчата стали сильными и здоровыми. Они привыкли к еде, которую им предлагали в центре, и научились охотиться. Работники центра понимали, что настало время отпустить их в дикую природу, где они смогут жить свободно и самостоятельно. Волчата были тщательно подготовлены к своему возвращению в дикую природу. Они были отмечены, чтобы можно было отследить их прогресс. Важно было убедиться, что они смогут адаптироваться в своем естественном окружении и найти свое место в стае. Одним прекрасным днем волчата были отпущены на волю. Они бежали в лес, наслаждаясь своей новой свободой. Волчата были готовы к этому моменту, их инстинкты помогали им выживать и находить пищу. Они смогли вернуться в свое естественное состояние и присоединиться к дикой стае. Лесник и работники Центра спасения диких животных смотрели на волчат с гордостью и радостью. Они знали, что сделали правильное дело, помогая этим маленьким существам пережить потерю и вернуться в свое естественное окружение. Так закончилась история осиротевших волчат и огромного пса. Они победили трудности и нашли свою судьбу в дикой природе. Их история стала примером того, как с помощью людей можно спасти и восстановить жизнь диких животных, помогая им вернуться в их естественную среду обитания. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.